Ты вроде бы все делаешь правильно. Работаешь, стараешься. Но каждое утро просыпаешься, и нет сил. Тебе ничего не хочется. Даже то, что раньше вдохновляло. Это не лень. Это не слабость. Это может быть выгорание. Что такое эмоциональное выгорание? Эмоциональное выгорание – это не просто усталость. Это психоэмоциональное истощение, когда ты вроде бы еще функционируешь, но внутри пусто. Ты встаешь утром и уже чувствуешь усталость. Не потому что не спал, а потому что жить тяжело. Каждый день как марафон, без финиша. Как писала психотерапевт Кристина Маслач, автор термина «выгорание». Это состояние, при котором ты больше не можешь ждать, потому что уже отдал все. Сначала все кажется нормальным. Просто загруженность, пара бессонных ночей. Ты берешь еще один проект. Переносишь выходной. Отменяешь встречу с друзьями. Ты говоришь себе, надо потерпеть еще чуть-чуть. А потом это чуть-чуть длится месяцами. И вот наступает момент, когда ты больше не чувствуешь. Радость от похвалы исчезла. Удовольствие от хобби куда-то делось. Даже успехи вызывают только «ну и что?». Ты смотришь на свою жизнь и как будто смотришь в чужую. Ты не живешь, ты выживаешь. Это выгорание. Оно не кричит. Оно шепчет изнутри. Мне больше нечем дышать. Первые признаки выгорания. Прислушайся к себе. Иногда выгорание не видно снаружи, но его всегда можно почувствовать изнутри. Вот сигналы, которые нельзя игнорировать. Эмоциональное онемение. Ты больше не чувствуешь ни радости, ни грусти. Словно между тобой и жизнью толстое стекло. Ты реагируешь, но не проживаешь. Раздражительность, малейшая задержка. Невинный вопрос. И ты уже на взводе. То, что раньше казалось пустяком, теперь взрывает изнутри. Усталость, которую не снять сном, ты спишь, но не восстанавливаешься. Утро не приносит бодрости, и день кажется бесконечным. Снижение концентрации и мотивации. Открыть ноутбук – усилие. Ответить на письмо – подвиг. Даже любимое дело, как рутинный квест без награды. Желание изолироваться, ты не хочешь ни с кем общаться. Не потому что хочется тишины, а потому что ничего не осталось, что можно отдать. Люди утомляют. Даже самые близкие. Чувство бессмысленности. Ты ловишь себя на вопросе, а зачем я вообще все это делаю? А что если просто все бросить? Если хотя бы 3-4 признака тебе знакомы, это не просто усталость. Это звон колокола, зовущий тебя вернуться к себе. Выгорание можно остановить, но сначала его нужно заметить. Почему выгорание не проходит? Самовыгорание – это не синяк. Оно не заживает само, если просто потерпеть или отдохнуть на выходных. Почему? Потому что корень не в усталости, а в систематическом истощении. Ты отдаешь больше, чем получаешь, изо дня в день. Ты игнорируешь сигналы тела и души. Ты привык быть «надо» вместо «я хочу». Одна моя клиентка говорила, я думала, что просто перетруждаюсь. Но потом поняла, я вообще не живу свою жизнь. Я все время стараюсь быть нужной, а сама пустая. И вот главное выгорание – это не слабость. Это реакция психики на перегрузку. Когда ты не останавливаешься, она делает это за тебя. Часто мы замечаем проблему, когда тело уже кричит. Срывы, проблемы со сном, панические атаки, чувство, будто все внутри обесточено. Если сейчас ты это чувствуешь, значит не поздно. Значит, ты уже на пути обратно к себе. Голоса тех, кто прошел через выгорание. Эмма Уотсон, актриса и активистка. Быть перфекционистом опасно. Я постоянно старалась соответствовать ожиданиям, пока не поняла, я больше не чувствую себя собой. Опра Уинфри. Многие думают, что успех лечит усталость, но если ты не в ладу с собой, никакая победа не принесет покоя. Эд Ширан. Я перестал получать удовольствие от музыки. Мне казалось, я просто обязан работать. Каждый день. Без остановки. Эти люди публичные, талантливые, успешные. Но даже они говорили, я больше не могу. И если ты сейчас тоже так чувствуешь, это не потому, что ты слаб. Это потому, что ты слишком долго был сильным. Что делать, если ты уже выгорел? Первое. Признай, что выгорание реально. Ты не ленивый, не слабый, не справляешься. Ты устал. И это правда. Ее важно принять.
Второе. Вернись к базовому. Сон. Питание, вода, движение. Это не банальные советы. Это то, на чем держится психика. Как сказал психотерапевт Александр Колмановский, психика начинает восстанавливаться тогда, когда ты перестаешь себя ломать. Третье. Пересмотри свои обязательства. Что ты делаешь потому, что надо, а что потому, что действительно хочешь. Если все вокруг стало надо, пора выдыхать. Четвертое. Попроси помощи. Иногда мы говорим «я сам справлюсь». Но выгорание не тот случай. Психолог, коуч, поддерживающее окружение – это не слабость, это осознанность. Главное, не возвращайся туда, где снова сгоришь. Не начинай с «надо», начни с «могу». С маленьких шагов. С одного утра без чувства вины. С одной прогулки. С одного «я достоин отдыхать». Выгорание – не конец, а поворот. Эмоциональное выгорание – это не поражение. Это не что-то сломалось в тебе. Это сигнал. Честный и прямой. Ты слишком долго жил не в своем ритме. Не для себя. Не из любви, а из долга. И это может быть началом. Началом новой жизни. Без сверхнагрузки. Без бесконечной гонки. С заботой. С уважением к себе. С правом останавливаться. Ты не обязан быть продуктивным, чтобы быть ценным. Ты не обязан все вытягивать, чтобы тебя любили. Ты уже достоин. Просто потому, что ты есть. Иногда выгорание – это шанс услышать себя заново. И начать не сначала, а иначе. Мягко. Осознанно. В своем темпе. А если ты хочешь об этом поговорить, в описании под видео есть ссылка на психолога. Ты можешь задать вопрос бесплатно или выбрать формат личной консультации.